Вот такой аппетитный ужин я сегодня сделал. Рассольник подается со сметанкой и хлебный кисель со взбитыми сливками. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Я очень давно не делал суп-рассольник, аж так не захотелось. И это будет основное блюдо, что я сегодня вам покажу, как я буду делать. Может быть, я подкину идею сделать то же самое. Делать сравнительно легко, но результат обалденно вкусный. И к этому на сладкое я, наверное, сделаю хлебный суп или хлебный кисель из черного хлеба, который подается сливками или сметаной. Это обалденно вкусно, это очень популярное блюдо в Эстонии. А чтобы время не терять, пойдем покажу все, что, как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. Так, здесь у меня куриные кусочки уже в кастрюле, я вымыл, вычистил, залил водой, сейчас поставим вариться. Практически все, что мне надо для этого супа, я уже приготовил здесь у меня на столе. Я сейчас в первую очередь порежу лук и морковку, мы сделаем зажарку для этого супа. И сразу же я морковку сейчас порежу и отправим на сковородку в то же время с луком. Вот так. Так, я взял сковородку, поставлю на среднюю конфорку, включаю газ, заливаю подсолнечным маслом или постным маслом, можно растительным маслом. И лук с морковкой отправляю все на сковородку. И как следует все это мы сейчас пережарим. Конечно, не забываем помешивать нашу зажарку, чтобы хорошо равномерно все у нас жарилось. И в это же время я добавлю сюда лавровый лист. Потому что лавровый лист дает лучшие ароматы в суп. Итак, курица закипела, я снимаю сейчас пенку. Так, и сюда добавляю сразу же перловую крупу. Пускай потихонечку она сварится. Добавлю смесь польской приправы для супов. Такая у меня. И добавлю горошек перец. И пускай потихонечку это варится. Так, зажарку еще пару минуточек я пожарю, и на этом я выключу газ. Итак, пока у нас там курица варится, я возьму перчики у меня такие маленькие. Сейчас порежу и тоже добавим это в суп. Вот так. Зажарку я выключаю газ. Значит, уже начинает гореть у меня там. А сюда отправляем наши перчики. Так, здесь у меня пару бочковых огурцов я возьму. Сейчас меленько порежем и отправим туда в кастрюлю. Так. Также у меня здесь банка бобов или фасоли. Сейчас я это прополоскаю и сразу добавим туда в кастрюлю. Добавляем нашу фасоль сюда. Вот так. Так, здесь у меня 4 такие средние большие картофелины. Сейчас я тоже порежу. Но мы отправим в эту миску обратно. И мы попозже добавим суп.
Сейчас все нарезки сделаем, все эти. Вот так. И сразу сейчас порежу чеснок, отправим сюда картошки, мы отправим чеснок в кастрюлю в то же время, как картошку. Сейчас так по-грубому порежем. И из нарезок у нас осталось петрушку порезать и укроп. И это мы добавим в суп в последнюю очередь. Сейчас мы это только порежем. Так. И на этом все нарезки для этого супа у нас все закончатся. Теперь я добавлю сюда нашу зажарку. Поварешка еще прополоскаем нашу сковородку. Потому что это самое вкусное, то, что зажарки еще остается здесь. Вот. И пускай это у нас потихонечку варится. Так, супец у меня хорошо здесь кипит. Как хорошо пахнет. И теперь мы сюда добавляем наш чеснок вместе с картошкой. И пускай потихонечку это у нас так варится. Я не солил, как вы помните, потому что польская приправа сама по себе соленая и огурцы соленые. А я сейчас попробую на вкус. Совсем чуть-чуть подсолим. Пускай это у нас теперь варится до готовности картошки. Итак, супец у меня хорошо прокипел, картошка у меня сварилась. Я выключаю газ. Посыпем нашей зеленью. Ох, как хорошо. Перемешаю. И минут через 10-15 можно подавать на стол. Смотрите, как аппетитно все это выглядит. Итак, для десерта я возьму, у меня здесь 3 маленьких яблока, сейчас сердцевину я отрежем. Один из ребят попробовал, сказал, что эти яблоки очень кислые, но как раз они хорошо для этого блюда пойдут. Разрежем на 4 части и отправляем в кастрюлю сюда. Так. Все добавляю на глаз. Так, у меня здесь черный ржаной хлеб. Сейчас тоже порежем на меленькие кубики, или можно просто разломать и кинуть в кастрюлю. Этот хлеб у меня с семенами подсолнуха. Да, тоже хорошо пойдет для этого блюда. Но этот хлеб хорошо, если он даже не первой свежести, очень хорошо все пойдет. Вот так примерно у меня сейчас. И примерно 3/4 заливаю водой. Добавляем сахар по вкусу. Я сейчас немного, я уже знаю, сколько мне надо сейчас сахара, примерно так. Потом, когда мы через блендер пропустим, мы еще раз сахар попробуем. Если надо, то еще добавим сахар. А я думаю, что мне достаточно этого. И теперь это пойдет все вариться. Вариться будет примерно 15 минут, и там мы пропустим все это через блендер. Итак, наш хлебный кисель мы будем подавать с взбитыми сливками. Я сейчас собью сливки. Все вы знаете, как взбивать. Так что я сейчас это приготовлю. Единственное, что если подаете блюдо в горячем виде, то сливки растают. Что сливки хорошо добавлять на блюдо, когда блюдо с кисель холодный. Так что...
Так, сливки у меня сбились. Очень хорошо. И теперь это мы отправляем в холодильник, а мы займемся хлебным киселем. Итак, кисель у нас кипел минут 15, хорошо. И теперь я пропущу это все через блендер до однородной массы. Так. Очень вкусно. Теперь сюда я добавлю изюм. Изюм это чистый. Вот так. Перемешаем. И поставим потихонечку вариться минут 10 на медленном огне. Главное, чтобы у нас изюм подружился с киселем. Потому что кисель вот такой должен получиться. Когда он еще охладится, остынет, тогда будет еще гуще. Вот такой обалденный ужин у меня получился. Смотрите, рассольник со сметанкой и хлебный кисель со взбитыми сливками. Это все обалденно вкусно. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно готовить. В том числе я сегодня сделал рассольник. Может быть, я вам подкинул идею сделать то же самое. И сделал очень популярное блюдо, десерт в Эстонии. Это хлебный кисель со взбитыми сливками. Этот десерт я люблю, напоминает всегда мне вкус детства. И это обалденно вкусно. Единственное, что когда он остынет, перед тем, как вы ложите, наливайте в тарелочку, хорошо перемешайте, потому что весь изюм оседает на дне. А так, вы когда перемешаете, то изюм тоже попадает хорошо в тарелочку, а сверху еще со взбитыми сливками. Это обалденно вкусно. Если вы взбитые сливки не любите, можно подавать со сметанкой. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое. Потому что я на этом канале делюсь тем, что я готовлю у нас в доме. Я не профессиональный шеф, а просто с вами подкидываю идею вам тоже, чтобы можно сделать. Или если вы такого раньше не делали. А на этой аппетитной ноте я хотел прощаться. Моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.